Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Сегодня, друзья, мы с вами поговорим о действительно тревожных и захватывающих событиях, которые обещают произойти уже буквально этим летом и в этом году. Многие астрологи предсказывают начало грандиозной чистки элит по всему миру. Кто потеряет свои посты и власть? Какие неожиданные изменения ждут лидеров разных стран? В этом видео мы разберем жуткие предсказания, которые могут перевернуть мировую политическую арену. Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности о том, что готовит нам ближайшее будущее. Также ставьте лайки и не забывайте подписываться. Вы знаете, июнь 2024 года обещает быть одним из самых динамичных и насыщенных месяцев года. Этот период будет отмечен значительными астрологическими событиями. В первую очередь парадом планет, который традиционно вызывает интерес и даже опасения среди астрологов и любителей астрономии. Парад планет, который ожидается 3 июня 2024 года, станет ключевым событием этого месяца. В это время ряд планет выстроится в одну линию, находясь в узком секторе от 20 до 30 градусов. Это явление имеет значительное астрологическое влияние, так как планеты в таком положении усиливают свои энергетические воздействия и могут создавать резонансные эффекты. Парад планет ассоциируется с периодами перемен, нестабильности и значительных событий как в личной жизни людей, так и на глобальном уровне. Одним из важных аспектов июня будут соединения Сатурна с Нептуном и Юпитера с Ураном. Эти соединения указывают на возможные радикальные изменения в политической и социальной сферах. Сатурн и Нептун в Рыбах могут сигнализировать о смене идеологий, глубинных трансформациях в общественном сознании и движении к новым духовным и социальным моделям. Юпитер и Иран в Тельце указывают на неожиданные события, которые могут изменить статус-кво, привнести инновации и новые подходы в экономику и управление. Парад планет оказывает и мощное влияние на глобальную энергетику. В первую очередь это проявляется в виде усиления энергии и вибраций, что может приводить к увеличению напряженности в обществе, конфликтам и кризисам. Однако парад планет также открывает возможности для значительных прорывов и перемен. Влияние парада планет будут сопровождаться мощными энергетическими волнами, которые могут повлиять на эмоциональное и психическое состояние людей. Возможно обострение чувств, повышение уровня стресса и тревожности. В то же время это время будет благоприятным для поиска новых решений и адаптации к изменяющимся условиям. Информационные всплески, вызванные соединением Солнца и Юпитера в Близнецах, приведут к утечке важной информации, появлению новых идей и концепций. Другим важным аспектом июня станет соединение Сатурна с Нептуном и Юпитера с Ураном. Эти астрологические события указывают на возможные радикальные изменения в политической и социальной сферах. Сатурн и Нептун в Рыбах могут сигнализировать о смене идеологий, глубоких трансформациях в общественном сознании и движении к новым духовным и социальным моделям. Юпитер и Уран в Тельце указывают на неожиданные события, которые могут изменить статус-кво. И давайте начнем, уделим внимание некоторым политическим событиям, которые произошли в мае, но окажут достаточно сильное влияние уже в июне и в июле. Уже в мае 2024 года мы знаем, как президент Урана ушел со своего поста, что стало первым значительным политическим событием, связанным с влиянием парада планет. Это событие вызвало волну нестабильности в стране, где политическая элита начала искать новые пути и решения для стабилизации ситуации. Уход президента был
был началом более широких перемен в Иране, включая изменения в руководстве и внутренней политике страны, о которой мы уже в июле увидим уже более глобально. В Словакии в мае было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фица, что стало также значимым событием, которое привлекло внимание мировой общественности. Покушение на премьер-министра указывает на высокий уровень политической напряженности и возможные изменения в руководстве страны. Влияние парада планет и соединений Сатурна с Нептуном может привести к дальнейшим политическим потрясениям и изменениям в Словакии. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся также с серьезными политическими трудностями, которые привели к шаткости его положения на посту главы правительства. Влияние Юпитера в Близнецах и Урана в Тельце создает условия для бурного развития событий и возможных перемен в руководстве страны. Великобритания может ожидать утечки компрометирующей информации, политические скандалы и изменения в составе правительства. Кроме того, обращаем ваше внимание, что соединение планет Сатурна и Нептуна, а также Юпитера и Урана – это ключевые астрологические события, которые будут оказывать значительное влияние на происходящие события уже в июне 2024 года. И соединение Сатурна и Нептуна в Рыбах будут символизировать изменение идеологии и духовных парадигм. Сатурн, планета структуры и дисциплины, встречаясь с мистическим и иллюзорным Нептуном, указывает на разрушение старых идеологических систем и появление новых духовных и социальных моделей. Это соединение может стать катализатором для глубоких трансформаций в общественном сознании, вызывая серьезные перемены в мировоззрении людей и в общественных институтах. Соединение Юпитера и Урана в Тельце говорит о неожиданностях и радикальных изменениях. Юпитер – планета расширения и роста, а Уран – планета революций и инноваций. Вместе они создают мощную энергию, способную вызвать внезапные изменения и новаторские прорывы. Влияние этого аспекта может привести к непредсказуемым событиям, которые и изменят статус-кво и принесут новые возможности и вызовы. Влияние соединения Юпитера с Ураном и Сатурна с Нептуном создаст условия для мощного информационного всплеска. В это время можно ожидать утечки значимой и компрометирующей информации, которая станет достоянием общественности. Кроме того, информационные утечки могут существенно изменить расстановку сил среди политических элит. Секретные данные, ставшие публичными, способны подорвать репутацию и позиции многих влиятельных фигур. В результате может начаться процесс обновления элит, когда на смену дискредитированным лидерам придут новые лица, готовые предложить свежие идеи и подходы. Информационные утечки также могут вызвать и бурные общественные реакции и протесты. Граждане, узнавшие о коррупции, о злоупотреблениях и других незаконных действиях своих лидеров, могут потребовать справедливости и смены власти. Это приведет к массовым демонстрациям, акциям протеста и даже к революционным движениям. Процесс обновления политических и социальных элит станет естественным следствием информационных утечек. Дискредитированные лидеры будут вынуждены покинуть свои посты, а на их место придут новые лица, готовые предложить свежие подходы и идеи. Это обновление может привести к положительным изменениям в управлении и политике, создавая условия для более прозрачного и эффективного руководства. Информационные утечки и последующие изменения могут иметь долгосрочные последствия для политических и социальных систем. Новые лидеры, которые придут к власти, могут инициировать реформы и преобразования, направленные на улучшение ситуации в стране. Это приведет к укреплению демократических институтов, повышению прозрачности и ответственности власти перед гражданами.
Одним из ключевых аспектов влияния парада планет на Россию является усиление конфликта среди политических и военных элит. В июне 2024 года можно ожидать обострения противоречий внутри высших эшелонов власти. Соединение Сатурна с Нептуном и Юпитера с Ураном создаст напряженную атмосферу, которая будет способствовать раскрытию компрометирующей информации и обострению конфликтов. В последнее время уже наблюдаются аресты высокопоставленных чиновников в Министерстве обороны и Генеральном штабе. Эти события могут стать лишь началом масштабной чистки верхушки российского руководства. Астрологические аспекты указывают на возможность появления новых данных, которые подорвут позиции многих влиятельных фигур и приведут к их смещению и к арестам. Такое развитие события может вызвать волну общественного недовольства и протестов, особенно если будет раскрыта информация о коррупции и злоупотреблениях. В условиях усиливающейся политической нестабильности возможны попытки оппозиционных сил использовать ситуацию для ослабления позиций действующего правительства. Еще одним важным астрологическим аспектом, который окажет влияние на Россию в июне 2024 года, является положение Плутона в знаке Водолея. Плутон – планета трансформации и революционных изменений, а Водолей символизирует новаторство, прогресс и коллективные усилия. Плутон в Водолее указывает на кардинальные изменения в управлении и властных структурах. Это время, когда старые методы и системы управления больше не работают, и, соответственно, необходимы новые подходы. Влияние Плутона в Водолее может привести к перестройке государственных институтов, реформированию политической системы и появлению новых лидеров, готовых предложить инновационные решения. Особое внимание следует уделить тому, что Плутон в Водолее находится в первом доме гороскопа Белоусова, что указывает на его значимую роль в предстоящих изменениях. Белоусов, получивший недавнее назначение, может стать ключевой фигурой в процессе чистки и реформирования властных структур. Его задача – расчистить Авгиевы конюшни и привести в порядок систему управления. Плутон в Водолее будет способствовать внедрению новых технологий и методов управления. Это может включать в себя использование современных информационных систем, усиление прозрачности и подотчетности государственных органов, а также к привлечению к управлению молодых и перспективных специалистов. Энергия Водолея будет способствовать коллективным усилиям и сотрудничеству, что может привести к появлению новых форм взаимодействия между различными государственными структурами и обществом. Ожидается, что усилится роль гражданского общества в процессе принятия решений, а также увеличится влияние общественных организаций и инициативных групп. Положение Плутона в Водолее может привести к смене властных элит. Старые лидеры, не способные адаптироваться к новым условиям, будут постепенно уходить с политической арены, уступая место новым лицам. Этот процесс может сопровождаться не только кадровыми перестановками, но и изменением идеологических и политических приоритетов. Влияние Плутона в Водолее также предполагает борьбу за власть и влияние между различными группами интересов. Возможно, как открытые конфликты, так и закулисные интриги, направленные на укрепление своих позиций. Однако в конечном итоге это должно привести к очищению системы и появлению более эффективных и ответственных лидеров. Июнь 2024 года предвещает и серьезные астрологические события, которые могут оказать значительное влияние на США и Европу. Влияние парада планет на США будет заметным и многогранным. Соединение Сатурна с Нептуном и Юпитера с Ураном оказывает на период значительных изменений и преобразований. Эти аспекты создают мощный энергетический всплеск, который может привести к политическим и социальным потрясениям. В США ожидается период политической нестабильности. Проблемы со здоровьем президента Джо Байдена, о которых упоминалось в астрологических прогнозах, могут обостриться, что приведет к необходимости передать полномочия.
В то же время влияние Юпитера в Близнецах указывает на появление новых политических лидеров, которые могут сыграть важную роль в будущем страны. Противостояние между демократами и республиканцами достигнет своего апогея. Возможны громкие скандалы и утечки важной информации, которые могут ослабить позиции действующих лидеров и привести к их замене. Астрологические аспекты указывают на вероятность появления молодого и харизматичного лидера, который сможет предложить новые подходы к управлению страной. Период парада планет станет временем значительных социальных изменений. В США возможны масштабные реформы в области здравоохранения, образования и социальной защиты. Влияние Нептуна в Рыбах способствует усилению общественных движений, направленных на улучшение условий жизни для широких слоев населения. Также можно ожидать усиления борьбы за права меньшинств и социальных групп, которые ранее были недостаточно защищены. Астрологические аспекты указывают на возможность принятия новых законов и нормативных актов, направленных на усиление социальной справедливости и равенства. Великобритания также будет подвержена влиянию парада планет, что приведет к значительным политическим и социальным изменениям. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнется с серьезными проблемами, связанными с внутренними и внешними политическими вызовами. Влияние соединения Сатурна с Нептуном указывает на возможные попытки сместить его с поста. Внутренние конфликты и давление со стороны оппозиции приведут к кризису власти и необходимости проведения досрочных выборов. Возможны также громкие скандалы и утечки информации, которые подорвут доверие к действующему правительству. Астрологические аспекты указывают на возможность появления новых политических лидеров, которые будут готовы предложить альтернативные пути развития страны. Период парада планет станет и временем активных социальных протестов и требований реформ. Возможны массовые акции протеста, связанные с экономическими трудностями, социальным неравенством и вопросами экологии. Влияние Юпитера в Близнецах будет способствовать усилению гражданской активности и взаимодействию различных общественных групп. Также возможно ожидать принятия новых законов, которые будут направлены на улучшение социальной защиты и борьбы с неравенством. Парад планет окажет влияние и на другие европейские страны, приводя к геополитическим изменениям и появлению новых лидеров. Также июнь 2024 года обещает стать периодом значительных событий, которые могут оказать глубокое влияние на политическую и социальную ситуацию в Китае и в других странах Азии. Китай, как одна из ведущих мировых держав, всегда находится в центре внимания. Влияние парада планет на политическую ситуацию в Китае будет значительным, вызывая также как внутренние, так и внешние изменения. Соединение Сатурна с Нептуном и Юпитера с Ураном указывает на период значительных изменений и реформ в управленческих структурах Китая. Влияние Плутона в Водолее будет способствовать революционным изменениям и трансформациям в политической системе. Существующая политическая элита Китая может столкнуться с внутренними конфликтами и противоречиями. Также возможны протестные движения, которые будут требовать политических реформ и большей открытости власти. Все это отразится и на внешней политике Китая. Усиление противостояния с другими мировыми державами, такими как США и страны Европейского Союза, могут привести к дислокации напряженности и конфликтов. В то же время Китай продолжит развивать свои экономические и политические связи с другими странами Азии, Африки и Латинской Америки. Возможно заключение новых торговых соглашений и инвестиционных проектов, которые будут направлены на укрепление экономического влияния Китая и мира. В Казахстане тоже возможны политические кризисы и смена руководства. Лидер страны Касым-Жомарт Токаев может столкнуться с серьезными вызовами, включая протестные движения и давление со стороны политической элиты. И это все будет вести к изменениям в той или иной системе.
Также обращаем ваше внимание, что с приближением 2025 года астрологи и духовные учителя все чаще говорят о грядущем переходе к эпохе Водолея. Этот переход знаменует собой конец эпохи Рыб и начало новой эры, которая принесет значительные изменения в управленческих и властных структурах, а также в жизни людей по всему миру. Эпоха Рыб, которая длилась около 2000 лет, охарактеризовалась стремлением к духовному и религиозному поиску, самопожертвованию и состраданию. Однако многие аспекты этой эпохи также связаны с иллюзиями, обманом и зависимостью от внешних авторитетов. Конец эпохи Рыб символизирует завершение этих тенденций и начало нового периода, где будут преобладать другие качества и ценности. Переход к эпохе Водолея знаменует начало времени, когда главными будут свобода, равенство и братство. Водолей – знак, связанный с инновациями, прогрессом и гуманизмом, и эта новая эра принесет с собой технологические прорывы, реформы в социальных и в политических структурах, а также усиление коллективного сознания и сотрудничества. Важной характеристикой эпохи Водолея является усиление роли науки и технологий. Мы с вами можем ожидать значительных достижений в области искусственного интеллекта, биотехнологий и космических исследований. Эти инновации окажут глубокое влияние на все аспекты жизни, включая здравоохранение, образование и экономику. С переходом к эпохе Водолея управленческие и властные структуры претерпят значительных изменений. Этот процесс будет сопровождаться как внутренними, так и внешними трансформациями, которые затронут различные уровни власти, от глобальных институтов до местных органов самоуправления. Одной из ключевых тенденций эпохи Водолея станет децентрализация власти. Традиционные иерархические структуры уступят место более гибким и сетевым моделям управления. Важную роль будут играть горизонтальные связи и сотрудничество между различными группами и сообществами. Это позволит более эффективно решать проблемы и адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Государственные и корпоративные структуры начнут внедрять новые модели управления, основанные на принципах открытости, прозрачности и подотчетности. Возрастет значение местных сообществ и инициатив снизу вверх. Люди будут активнее участвовать в принятии решений, касающихся их жизни и благосостояния. В эпоху Водолея мы можем ожидать с вами переосмысления глобальных институтов и механизмов международного сотрудничества. ООН, ВТО и другие международные организации будут вынуждены адаптироваться к новым реалиям и потребностям мирового сообщества. Усилится роль религиозных объединений и коалиций, которые будут более гибкими и эффективными в решении глобальных проблем. Глобальные вызовы, такие как изменение климата, миграция и обеспечение безопасности, потребуют координированных усилий всех стран. В этом контексте возрастет значение дипломатии и международного права. Сотрудничество и солидарность станут ключевыми принципами, определяющими взаимодействие между государствами. Экономическая система также претерпит значительные изменения. Традиционные модели капитализма и социализма будут пересмотрены с учетом новых реалий. Усилится роль социального предпринимательства, устойчивого развития и зеленых технологий. Экономические отношения будут все больше строиться на принципах циркулярной экономики, минимизации отходов и рационального использования ресурсов. Важное место займет развитие локальных экономик и поддержка малого и среднего бизнеса. Децентрализация экономических процессов позволит лучше учитывать потребности местных сообществ и способствовать их развитию. Усилится роль и цифровых валют, и финансовых технологий, что создаст новые возможности для инвестиций и экономического роста. На этом, друзья, мы с вами будем завершать наше видео. Как видите, предстоящие события обещают быть действительно драматичными и полными перемен.
Будущее многих мировых лидеров висит на волоске, и только время покажет, насколько точными окажутся эти предсказания. Следите за нашими обновлениями, чтобы не пропустить важные новости и аналитические обзоры. Благодарим, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самых свежих и интересных событий. Друзья, до новых встреч! Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.